Всех приветствую! Меня зовут Владимир Шаповалов, и я рад вам представить очередной выпуск нашего международного шоу Mix and Story. Это наш самый душевный турнир, ведь здесь участники снимают видео, в котором рассказывают о своем хобби, о своей малой родине или о своих увлечениях. А также у них есть задача приготовить какой-то микс, который бы дополнял или ассоциировался с этим видео. Вас ждет много потрясающего видеоконтента от участников из 12 стран. Это Россия, Украина, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, США, Индонезия, Япония и Греция. Всем приятного просмотра, поехали! А теперь поприветствуем наших многоуважаемых членов жюри. И начнем мы с Николая Русакова. Это директор по развитию брендов Альфа-Хука и Миша. Следующий член жюри Стефан Дюмин, маркетолог крупнейшей в мире выставки Хука Клаб Шоу. У ребят в этом году 3 дополнительные выставки, и если вы не могли посетить ранее Санкт-Петербург, вы сможете это сделать в Новосибирске, Краснодаре или и в Казани. Как так вообще? Следующий член жюри Игорь Коновалев. Коноваленко. Получай. Ладно. Ты просил по-другому? У нас сегодня в гостях Антон. Следующий член жюри Игорь Коновалов. Основатель сети кальянных «Уникальные кальянные» с очень уникальным названием, а также владелец целого журнала «Example». Если не читали, очень рекомендую. А также участвовал у нас в нескольких баттлах и записал потрясающий рэп-клип. Если вы до сих пор этого не видели, вы потеряли очень многое. Следующий член жюри Артем Дрига. Поприветствуем Артема. Артем основал потрясающую сеть кальянных магазинов S2B. Из названия Shisha Two Brothers понятно, что было задумано все с любовью и душой. Последний, но не по значению, член жюри – это Никита Кондратов, коммерческий директор компаний «Уголь Туки-Туки», производитель табака «Контрабанда» и чашек «Истина», а также бренд-шеф Москальяна. А то ты контрабанду делаешь. Итак, начинаем. Первая команда из Владивостока Papa's Chilla. Они победили у нас в российском этапе Mix and Story. У них потрясающая работа и очень крепкий кальян. Готовьтесь, члены жюри. Мы начинаем. Papa's Chilla? Papa's Chilla. В России город суетливый есть морской, наполнен сплетнями, поскольку очень мал. Просолен конкуренции с лихвой, нам автор о нем притчу рассказал. В кальянных, равных знатностью и дымом, в Владивостоке разгорелась вновь вражды минувших дней борьба за прибыль, заставив гостя снова сделать выбор. Все едут на работу в пробках, ну а нам не лень. Спешим мы к табаку на полках. Скажу вам, не тая, мы делаем кальян любя. Смотри, кто там! Враги и конкуренты, зачем же вам куда-то ехать? Не ходят к вам клиенты, не научились чаши делать. Не надо снова выть, все гости придут к нам курить. Куда лучше сходить? Огромный выбор есть у нас. Да там Авзал или Парнас, мы приготовим ананас. Скажите вас, у нас работает безнал. Зато цена я у них ужасный персонал. Зато есть Не стоит им так слепо доверять. Забудут вам угли менять. забудут. Приходите к нам. Лучше в нашу сделаем кальян. И слушай лажу, Быстро по местам покурим скоро мы кальян. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Романе и Джанбеке. Не затихает конкуренция века, не могут помириться зря ни Смокулете, ни Клаутете.
Свирепое начальство запрещает дружить кальянщикам из разных заведений. И только в их ночные сновидения жар ароматной чаши проникает. Там дружба двух кальянщиков цветет, но в жизни все не так. И, к сожалению, вражда им вместе покурить мешает. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Романе и Джанбеке. Звонит мой телефон, но что им нужно? Коллектор хочет крови или спам? Мошеннику дать нужно код от карты, а может сменщик-идиот опять запил и просит подменить. Алло, прислушиваться дальше или ответить? Роман, ужели это ты? Какого черта ты молчишь в телеге? Кафе в подвале, интернета нет, но есть желание покурить с тобою. Ведь у меня сегодня выходной. И у тебя, я слышал, тоже вроде. Да-да, конечно, друг. Пойдем покурим, но только так, чтобы пробило толлер. Пускай спирает горло, будто душит. Такая сильная, но нежная рука. И легкие сжимаются от дыма, как будто ты в объятиях крепких друга. И сердце замедляет ход и пробивает на холодный пот. Немеют ноги, будто связаны веревкой, и никотин ударит словно плеткой. Джонбек, но где? В Кваутеке на колодке? Колодка дрянь, и толлер не пробьет. А в смокулете мне нельзя, я в нем работал. Тогда давай покурим у меня. Соседи смену тянут на работе. Квадрат свободен, можем делать грязь. Возьму кольцо. С кольцом нам будет жестче. Не стоит брать, свое есть у меня. Скрестим же их, возможно, будет крепче. Я в Яндексе забил уж адрес твой. Джамшут на Приусе приедет вскоре за мной. Спасибо, зритель, что узрел сей балаган и полный беспредел. Сию историю о дружбе, что зародилась вопреки, любви к кальянам крепким непомерно. Ну и, конечно, непременно о славном городе у моря, что далеко, но нашинский. Судить не стоит это жестко. Забивка сервисная ведь. Это Санкт-Петербург. Ой, VPN забыл выключить. Кстати, вы знали, что это кальянная столица? Создавать аналоговый продукт в цифровом мире – это настоящий процесс. Это не код, не виртуальная картинка и даже не марафон желаний. Что тут говорить-то? Давайте я лучше покажу. Меня зовут Алексей Ильин, а это то,
что я делаю. Что ж, это была потрясающая работа. Давайте спросим у членов жюри, как им все понравилось. Мнение общее, пожалуйста. У вас тут лежат перед вами. Таблетосы? Ага, ага. Вот так вот можно? Нет? Можно совмещать, если сомневаешься. Да, Ну, я вот так вот могу немножко сделать. разделились. Понятно, понятно. Кальян действительно крепкий и очень вкусный. И состав этого микса. Внизу слой танжир с Dark Cherry 25% и танжир с Marigold 15%. Средний слой танжир с Майм 20% и танжир с Summer Resort 25%. И верхний слой танжир с Raspberry. Мы для приготовления этого микса собрали весь танжир с города. Тут аж 5 вкусов. И оно того стоило определенно. Кто там хотел в Владивосток съездить, покурить полегче? Полегче. Полегче. Ну да. Потому что, знаешь, как бывает такое, это сделано так плохо, что даже очень хорошо. Напоминает твой рэп. Ой, хватит, блин. Кто-нибудь хотел бы что-нибудь еще сказать по этой работе прекрасной? Ну, я Может быть, могу Артем? сказать. Давай, Никита. По лэндам я не понял, там не подходила озвучка, не подходила к губам. И очень странные, короче, плюс там еще танцы, а я в танцах разбираюсь, не очень сильно зашли, вот, если так глобально. Но это мелочь, на самом-то деле, глобально. Я не понял, если честно, вкуса. То есть, да, он крепко, да, он накуривает, но вкусовой какой-то такой большой рецепторик я не почувствовал. Тут больше Возможно, была потому история что в до тебя другую. последним дошел. Да, я думаю, нет. Я просто, может, не курю, потому что скрипка еще не сильно затягивался. Но... А тебе не показалось, что хореография немножко хромает? А есть бланк отдельный для Игоря? Просто я хочу отдельный Ну, бланк вы, для парни, шуток критики, Игоря. конечно. Поздравляю, вы в танцах. Мне понравился мюзикл по поводу... Я так глубоко не погружался, не смотрел, не следил за губами и не сопоставлял это с звуковым рядом. Слушай, ну начало просто было Но бодрое. я пересмотрю и обращу внимание обязательно. Начало было бодрое, потом вот этот переход такой он случился. И, ну, Да, повесточку продвинули. Ну, это... Давай. Да, ну на самом деле очень бодрое начало. Такой La La Land такой получился. Ребята действительно заморочились над мюзиклом. Это классно, прикольные танцы, все очень интересно смотрелось. Очень много стихов, такой проза хорошая такая. И на самом деле я думаю, что это очень хороший ролик, креативно мне понравился. А по миксу скажу, что так как это первый кальян сегодня, это в голову мне лично дало сразу же. Вот. Вкус приятный, ну, достаточно высокая оценка, я думаю, ребят. Спасибо, Стефан. Все мы знаем, что делает первый кальян в день, особенно если он крепкий, поэтому мы уходим на перерыв. Следующий наш участник – это Берлога Лаунж. Наши постоянные участники из Украины. Они тоже приготовили свою работу. Посмотрим.
сирени обірвали наш сон. У дві валізи все минуле, далі go-go. Ти за кермом невідомий, всі нерви в кулаку й нерви. Мене так я залишаюся вдихати дим. Останні запахи Діор із ним. Я пам'ятаю, ти хотіла Прим. Все йде до того, що спочатку накрив свій двіж замокрим. Ніхто не вийде із води сухим. Нас застав напряжний ранок, як серіал, драма місяцями. Герої ми тут шоуран, рори сюжет, скільки ще ракет. Мила обіцяю, коли все мине. Я танцюватиму з собою so slow і цілуватиму тобі не любов. Знов і знов чекай мене, коли все це мине. Я паду з тобою в цей флоу, зацілую тобі мій любов. Знов і знов чекай мене, коли все це мине. Чебака красный сорбет, бразильский чай спектрум, лимон свиз блэкберн, raspberry блэкберн. Предыдущий ты нормально читал. Что случилось, я не понял. Это я потому что не на камеру, но то что... Потрясающая сильная работа. Что ж, состав микса. Чебака красный сорбет 25%, бразильский чай спектрум 20%, лемон свиз блэкберн 20% и raspberry блэкберн 35%. Общее мнение, господа, давайте покажем. Это хорошо сделанная работа. Артем, тоже, пожалуйста, общее мнение давайте продемонстрируем. Зеленый свет, зелено-бело. В целом, мнения плюс-минус сошлись. По миксу что-нибудь кто-нибудь скажет? Это вкусно, это очень вкусно. Ну, то есть, если предыдущий кальян был крепкий слишком, то этот вкус, крепость как раз оптимальна для меня, и в целом вкус такой мне понравился. Ну, мне очень понравился клип. Ну, и история была такая интересная, понятная, я думаю, всем, многим в эту тематику. А названия нету микса? Типа, позиционирует? Нет, ну, мне вот еще песня понравилась даже. Да, Нет, песня тоже супер мне понравилась. Ну, за клип я прям, 10 из 10 ставлю, очень круто было сделано. То есть все, что было связано с клипом, замечательно. Мне непонятно видео вообще, как относится к кальяну. Вот это единственное. Видео топовое, классное, снято кайфово, но... Как-то связали, что, я так понимаю, кальянчик Там 2 секунды ушел. кальяна и все. Ну, Здесь сложно. метафорическая связь все-таки есть. То есть мы это дело любим, но как бы сейчас все равно не можем до конца этому предаваться, потому что как бы вот такая ситуация. А вообще мы это дело любим, и вот вам... А ты сам надумал? Вот, да, я так увидел все это. У тебя права голоса нет здесь. Я не жюри, вы там сами голосуйте. Я Курим, общаемся, я не понял разговариваем. совмещение типа истории кальяна с этим клипом, вот если честно. Ну, целостности нет, да, определенного Вообще, продукта? да. То есть работа офигительная, если так сказать. Типа работа офигительно сделана, но соотношения типа кальяна с этим никакого нет. То есть в первом ролике нашем, который был, там хотя бы, концовка, она закрепила все возможное по объяснению по кальяну, а тут как бы, просто покурили, просто посмотрели, кайф. То есть и то классное, но нет связи. Да, нет никакой связи, мне кажется. Да, я полностью согласен. Видос кайфовый получился, очень красиво все снято, но связи с кальяном как-то я не нашел. По миксу легенький, прикольный, но предыдущий мне зашел больше. И третий участник. Команда из Казахстана Джарнили. Ребята у нас регулярно участвуют и радуют нас своим творческим подходом. Это определенно один из фаворитов нашего сегодняшнего шоу. Ребята не единожды уже выигрывали наши батлы. Смотрим!
Сыночек, хочешь, я тебе историю расскажу? Про путника. История начинается в степи Казахстана. Наш прадед был торговцем. Его маршрут проходил через Великий Шелковый путь. Однажды он со своей группой попал в пыльную бурю. Когда буря утихла, он обнаружил, что остался один, без еды и воды. Бродил долго и потерял всякую надежду на жизнь. Но случилось чудо. Его нашел пастух со своим сыном. Пастух оказался местным шаманом. Лечил его древним методом, который ему достался от отца, а ему от его предков. Когда путник оклемался, его напоили отваром местных трав и накурили кальяном, в состав которого входили травы эстетики, спектрума, деликуки и мастелла. Вот так местные жители спасли заблудшего путника. Что ж, я даже не знал, что в Казахстане есть пустыни. Знал только про степи и про шаманов с юртами. Ребята, общее мнение, как вам микс, как вам работа? Продемонстрируйте ваши пальцы на этих. Микс, правда, очень вкусный. Лично я бы добавил чуть побольше варгана на самом деле, но судьи со мной согласны. В любом случае. Но сам выиграет. А? Не, очень вкусный кальян. Что? Я пробовал такую штуку. Это какая-то лепешка. То есть, понимаешь, я даже ее узнал. Ага. Эту штуку, когда ты ее куришь. Настолько. Как вам травы спектрума, мастхэва и эстетики? Ответит? Трав, да. Ответит Стефан. Кому еще, да, оценивать ребят из Казахстана, так как я сам из Казахстана, атмосферу, собственно, я не понял, честно скажу, по поводу видео, мне не совсем понятен. То есть я понял сюжет, что там был заложен, но, как мне показалось, если они говорят, что там травы, то здесь я трав никаких не почувствовал. И здесь более десертный такой приятный микс. Мне очень понравился микс, очень понравилось, как это сделано, вкусно, курица.
крепость для меня совсем, ну, очень хорошая, но по поводу видео я не совсем понял. Ну, допустим, предыдущие работы две мне понравились больше, чем это. Отличное мнение. И, кстати, по поводу состава этого микса. Травы там все-таки есть. Эстетика Earl Grey 25% первым слоем. Spectrum Green Pop 25% посередине. Must Have ванильный крем 25% с сектором сверху. И Daily Hookah кукуруза 25% также с сектором сверху. Вот, да, вот кукуруза, вот это все чувствовалось, да, вот по поводу трав. А я и травы чувствую, на самом деле. Мне прям... Соглашусь, видео на самом деле очень хорошо связано, ассоциируется с этим кальяном, с миксом, но идея мне показалась не до конца раскрыта. То есть, может быть, побольше. Шел путник, устал, шаман его накурил и иди дальше. Ну, я думаю, так они и придумали это видео. Что сделаем? Говорит, давай путник будет идти, мы его накурим и отпустим. В принципе, все. Потом такие, у нас полная посадка. И там, знаешь, песка, которые типа спускались, там такие просто очень много таких этих следов оставшихся людей. Но стоит отметить, что ребята заморочились и действительно достали по юрту, костюмы. Тяжело в Казахстане всё, найти юрту, да? Ну, знаешь, Казахстан современное государство, я думаю, что тяжеловато будет сейчас уже, но... Ну, честно, когда я, прости, что я перебил, я когда смотрел типа видео, там, когда сказали травы, я такой думаю, все, я себя настроил на травы. То есть я должен был покурить прям такие какие-то яркие, интересные, Кстати, прикольные кукуруза травы. тоже трава, на самом деле. Ну... Ты это и Интерстеллар Ты расскажи. же из Петербурга, ты знаешь, что такое правильная трава. Ты путаешь. Не с Ямайки же, но... Слушай, я правда не почувствовал, мне больше десертная типа идет основа. Я очень люблю десерты, и у меня она больше десертная какая-то основа вышла. Мне пахлаву напоминает. То есть именно такая, что я должен был испытать типа, какие-то травы интересные, прикольные. Особенно когда он стоял на него, типа дымил, накуривал, типа его, что там какое-то шаманское Окуривание всякое. происходило. Да. То есть мне кажется, не накуривал, он как-то развлекал его. Ну я не знаю. Просто тут я ожидал каких-то интересных трав. Я их В любом не случае, получил. это было весело. Я вспоминаю фильм со Стивеном Сигалом, какой-то у него там было несколько частей. И там было этот... Die Hard. Там? Нет. Ты меня не обманешь. Там было прикольно... В моменте, когда Стивен Сигал восстанавливался, и там сидел А в шаманка. моменте это Джарахов. Да. И она жевала что-то во рту и закладывала ему в рот. И говорила постоянно «надэ». И он постоянно восстанавливался за счет этого. Я вот, наверное, что-то такого ожидал от шаманизма. Ну, это, наверное, мои такие влажные мечты, но... Ожидания тут никто не будет. И следующий участник у нас из Беларуси. Это команда Nimbus. Смотрим, поддерживаем. Всем привет из Беларуси, меня зовут Вадим, и я представляю Nimbus Lounge Bar. Сегодня я вам расскажу об одном из своих самых любимых миксов, который отсылает меня в счастливое и беззаботное детство. Когда я впервые попробовал кукурузу в кальяне, я был очень приятно удивлен. Однако мне всегда казалось, что не хватает чего-то нежного, сладкого, в то же время такого аккуратного и оттеняющего. Я пробовал множество разных вариаций, множество разных вкусов, и наконец-то я его нашел. То сочетание, при котором кукуруза получается сладкая, вареная, нежная, с ощущением как будто молочности, которая откидывает эмоционально обратно в далекое-далекое детство. Сам по себе микс очень простой. Это кукуруза от Дафта и молочный улун от Чебаки. Самое главное – это сама по себе забивка. Большую часть мы берем кукурузы, примерно процентов 85, и, соответственно, воздушненько укладываем в чашку, практически до самого верха. То есть тут где-нибудь склейку и потому что это уже лишнее. А теперь буквально самое главное. Так. Молочный улун мы укладываем в самом верху, буквально тонким слоем, так, чтобы он именно касался колодки, чтобы он давал именно яркий оттеночный вкус. Выводим это все в касание, разравниваем и делаем колодец. Идеально. Ставим на кальян, ждем угли. Так, все, пойду к челику угли ставить. Готово. Как в детство вернулся.
теперь оцениваем Nimbus. Как вам понравилась работа в целом? Я предлагаю Общее ответить- впечатление, подними сначала мнение свое. Ага. Я еще не пробовал кальян, но за что? Не за футболку же. Озвучите мнение, пожалуйста, Артем. Очень просто видео снято. По вкусу я не чувствую той самой молочной кукурузы. Чувствую чаюху. Чаюху. Мне не понравилось. Много чаюхи, мало кукурузы. А все попробовали уже? Ты попробовал? Я не пробовал, но просто этот микс, я его забивал за стойкой, как бы, ну, когда молочный он Именно выходил. Дафт, кстати, да, состав микса. Дафт, King Corn 85% и Чебака молочный лук Ну, 15% сверху. Нам это видео объяснили. Намазали вот так. Там не было такого что-то, что мы не поняли на самом деле. Слушай, видео супер простое, это стандартный обзор, и ничего сверх такого какого-то направления в этом не было. по сравнению там, как История делают. микса про то, как он забивает этот микс. Да, и история просто возвращается в обычного текст. микса. Да, окей, типа могут быть обычные миксы, и они могут работать, но я не пробовал, кстати. Вот. В целом видео просто, да, вот о миксе. Соглашусь с предыдущим Ред, просто видео о миксе. И если все предыдущие видео обладали хоть каким-то креативом, да, вот, то есть где-то он был сильнее, кто здесь просто, то есть человек снял, ну, достаточно вкусный микс, но просто видео. То есть никакого особенности у него нет. То есть- Было. Там было небольшое сломо в конце. И рыбак я сейчас Это стоял, как судя лайфхак, по- знаешь, когда видосы снимаешь, такой, нужно добавить слоумо, чтобы было более эпично. Встречаем следующего участника из Греции, команда Хукажой. Смотрим. Ρε Χριστό, τι κάνεις 6 ώρα το πρωί εδώ? Καλημέρα σε όλους. Εσύ τι κάνεις με την κάμερα εδώ? Εγώ ήρθα να κάνουμε βίντεο, τι να κάνω? Σήμερα έχω καλύτερη ιδέα. Για πες. Πάω να κάνω Hookah Battle 2022, Mix and Story, μαζί με Smoke Plays και Hookah Joy. Τι Smoke Plays ρε τρελός εσύ, το Smoke Plays είναι στην Αθήνα, εμείς είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Φύγαμε για Αθήνα. Φύγαμε, πακετάρουμε. Ναι, μάζεψε τα. Φύγαμε. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Είμαι ο Τίτο Φερονέτη, εκ μέρους της Hookah Joy. Εγώ είμαι ο Ίγκορ Κρίλο, εκ μέρους Smoke Plays και σας καλωσορίζουμε στην ελληνική συμμετοχή του Hookah Battle Mix and Story 2022. Η συμμετοχή μας είναι αφιερωμένη σε μια από τις πιο διάσημες σαλάτες του κόσμου, την ελληνική σαλάτα. Βασισμένη στις γευστικές, κατακόκκινες ζουμερές ελληνικές ντομάτες, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και τις ψακουστές ελληνικές ελιές, η ελληνική σαλάτα αποτελεί ένα θησαυρό που κουβαλάει παραδόσεις, ιστορία, φρεσκάδα και χρώματα, που προσφέρει σε όποιον τη δοκιμάσει μια λαχταριστή εμπειρία και φυσικά μια υπέροχη γεύση που θυμίζει οικογένεια. Αν συνδυάσουμε την ελληνική σαλάτα με ένα ελληνικό παραδοσιακό ούζο, θα έχουμε ένα ιδανικό τέριασμα που απογειώνει την εμπειρία μας. Φαγητό, ποτό και προπάντων μια καλή παρέα, τι καλύτερο μπορείτε να φανταστείτε. Αυτή την ενότητα, την παρέα και την ψυχαγωγία θεωρούμε ότι εκφράζει και ο ναργιλές. Όπως μια οικογένεια ή μια παρέα φίλων κάτω στο τραπέζι με μια ελληνική σαλάτα στη μέση, έτσι και εμείς βάζουμε στη μέση του τραπεζιού ναργιλέ, το μοναδικό πράγμα που βρίσκεται ανάμεσά μας. Ανταλλάσσουμε απόψεις, μοιραζόμαστε τη φιλοσοφία μας, μαθαίνουμε, ακούμε, διασκεδάζουμε και γελάμε. Και έτσι γινόμαστε όλο καλύτεροι, όχι μόνο στο κομμάτι του ναργιλέ, αλλά και σαν άνθρωποι. Αρκετά όμως με την θεωρία και την ιστορία, ας περάσουμε στο παρόν και στην πράξη. Ελάτε να σας δείξουμε τι περιέχει η ελληνική σαλάτα. Έχουμε όλα ίσης ποσότητας 33,3% ντομάτα τη Σεμπέρο, έχουμε 33,3 Mainstream Spectrum και έχουμε 33,3 λάδι ολίβ της Bonse. Όλα ανάμειξα ένα μπολ. Για να μπορέσετε να ταξιδέψετε πλήρως σε ένα ελληνικό τραπέζι, θα μπορέσετε προαιρετικά να προσθέσετε 40 ml ούζο μέσα στη γυάλα για να νιώσετε όλες τις εντυπώσεις.
τέλος, προτείνουμε από εμάς να αφήσετε το μίξ 20 λεπτά για να ανοίξουν όλα τα αρώματα και να νιώσετε την ελληνική γεύση στο στόμα. Потрясающий гастрономический видос, я захотел даже перекусить. Состав этого микса от команды Hookah Joy из Египта: 33% Сибера томат, 33% оливка банче и 33% спектрум министроне. Общее мнение поднимем, продемонстрируем. Практически полностью круто. Ну, тот диван мы не слушаем. Ребята там сразу видно покушали просто. По ним заметно. Да, мнение, пожалуйста, Николай. Не понял видео, ну, в принципе, снято прикольно, но первые участники задали такой прям тренд кайфового видео с хорошим монтажом. Микс прикольный, попадание хорошее, но как-то не дотягивает до топчика. Кому-нибудь понравилось видео? Мне вот лично вполне зашло. Мне тоже зашло видео. Спокойно покушали, выпили. Там была история. Какая привязка? Ну, Египет и что? Что греческая мелодия. У них другой менталитет. Артем, тебе понравилось? Рассказывай, Там была что тебе история, понравилось. там было вкусно, там было сочно, и микс тоже вкусный. По факту вкус, да. То есть, ну, глобально Потрясающе. сравнивать ребята из Беларуси, Нимбус, Намбус, тут как бы, ну, было прикольно снято, все было очень лаконично. Они Есть, очень круто чувствуется всё концепция. объяснили, да. Даже когда они начали объяснять микс, я говорю, ну, вы можете себе позволить это сделать. И они как бы это сделали, и главное сочетание вкуса и того, что они преподнесли, и как они преподнесли. А еще мы Мне видели, кажется, что там всё был было отлив. здорово. Да. Ну, Россия 23 взяла бы такой ролик и нормально бы крутила бы. Спасибо, наши члены жюри. А теперь участник из Греции Кассаба. Hello to everyone. My name is John Sam and I am from Athens, Greece. I lay me down to sleep, I pray the Lord that I wake again. I wake again, I pray the Lord that I Now I lay me down to sleep, I pray the Lord that I wake again. I wake again, I pray the Lord that I wake again. I took my first steps in the hookah industry in 2000. And after a lot of trips and a lot of very important businesses, I opened my own hookah lounge in 2013 and continue the journey in the magical world of hookah. That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Hey, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate plotting my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably dollar sign. Got the energy to win it, my nigga. I'm feeling great. Got a
date with destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. I'm everything that they ain't, it can't be, it won't be. Wanna see me fall, I can't go, I won't leave. Coming from the block with plain clothes and police, straight up to the top with bankrolls and rollies. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky. As you will see in the video, I have the largest collection of hookah brands and hookah bowls, at least in Greece. Also, I know many hookah industries company owners personally. I specialize in testing and mix technique, and I am the one who tests all products of the largest Greek hookah tobacco company called Vulcana, which use Virginia and Burley tobacco blends. Also, my lounge has the biggest catalog with handmade mixes, which are more than 70. And according to CISA Sports, we were voted at the 3rd best hookah lounge in Europe. And in 2018, we are take the 4th place in hookah battle in Frankfurt on CISA Messe. It was about a little bit who I am and what I do. And now it's time for the mix that I prepared for you. It's a very Greek mix, and I prepared the traditional Greek orange pie, of course, for you. Traditional Greek dessert, which you will find in all parts of Greece, with a very small variation in the recipe, depending on the region. And as soon as you come to Greece, you are invited, and I'll be waiting for you in my lounge to take you on a further journey to Greek mixes. Thank you very much, enjoy the mix. Это Санкт-Петербург. Ой, VPN забыл выключить. Кстати, вы знали, что это кальянная столица? Создавать аналоговый продукт в цифровом мире – это настоящий процесс. Это не код, не виртуальная картинка и даже не марафон желаний. Что тут говорить-то? Давайте я лучше покажу. Меня зовут Алексей Ильин, а это то, что я делаю. Общее мнение, ребят, пожалуйста. Нативная реклама. Вам не понравился его лаунж? Ладно, вот вы душнили. У них конечно. просто пустая посадка там была. Там не было продукции, знаешь, не было моей чашки. Вот это вот почему? Книжки не было. Вообще, он, на самом деле, очень Да? большой фанат кальянов. Он рассказал про свое хобби. Он любит курить кальяны. У него, вот, смотрите, сколько чашечек, у него целая коллекция. Состав микса. Must have корица 50%, синнамон. Dark Side Red Tea 25% и Blackburn Red Orange. Такой пряно-цитрусовый сладенький микс. Кальян-то вам понравился? На самом деле обычное видео, обычный кальян. То есть, ну, вкусно, но это лучшие предыдущие участники справились с этим заданием. Здесь, наверное, надо оценивать еще и по подготовленности. У прошлых ребят была профессиональная съемка. Здесь немножечко камера шаталась, все как-то было снято, наверное, я думаю, на мобильный телефон, вот, ну, с какой-то, наверное, хорошей камерой, вот. Но в целом это просто обычное видео. То есть здесь ничего выдающегося, как показалось, не Я было. вспоминал английский язык каждый раз. Ну, большое-большое спасибо нашим участникам из Греции. И переходим к следующему участнику. Команда Томбакко из Индонезии. Поприветствуем, ребят. In the northeast of the Indian Ocean, in the archipelago of Indonesia, you can find Bali, the island of the gods. It was sculptured millions of years ago by volcanic eruptions. Now it's a home to over 4 million people. And
At this moment, Bali is known as the #1 holiday destination of Indonesia. Rich of nature, tropical beaches, culture, art, restaurants, and nightlife. It's estimated that annually 2.5 million tourists visit the island of Bali. Big part of Balinese lifestyle is the balance with nature and culture. The main religion of Bali is Hinduism. There are offers and thanks being made every day for a healthy and balanced life. Bali has a young and fast-growing shisha culture with Eden Hookah Club as trendsetter. Located in the heart of Seminyak, the shishas are prepared by the top hookah masters of Bali, educated by Shisha Academy, with Indonesian top-quality tobacco from Tombak on an international standard. And now, our mix. Durian, 30%. Ice, 10%. Irish cream, 30%. Arjuna, 30%. Ini kan bergantungan sama tali jatuhnya ini, tidak jatuh ke bawah. Di sini ada semuanya 10 pohon, cuma berbuah baru 4 pohon. Durian kani, durian lokal, montong. Kalau favorit orang-orang senang belinya memang durian lokal. Khas Bali ya, memang Bali yang disenangi seluruh orang-orang tuh. Потрясающий видеоряд, отличное музыкальное сопровождение. Думаю, со мной согласятся все члены жюри. Давайте покажем общее мнение. Что вы думаете по этому поводу? Зелено, зелено, красно, бело, зелено. Ну, давайте с основного сноба Я перепутал. Все нормально. Да, понятно. Очки сними, может быть, не будешь перепутывать. Не передумывай нас всех. Что ж, кто поставил белый палец? Давайте послушаем вас. А это был Артем. Я не очень понял. Мне не очень понравилось. Но снято было очень хорошо. Ты на Бали был? Был. А дуриан пробовал? Пробовал. Как тебе микс? Мне не понравилось. Не понравился микс? Он нетривиальный, но достаточно необычный. Он Я такое необычный, иногда да. бы покурил. Кратко, ну у нас же международный хука баттл. Все верно. Как представление своей стороны было сделано очень круто. В плане Согласен. того, что они сделали видеоролик, рассказали кратко о том, что у них вообще там происходит.
предоставили нам, во-первых, продукт, да. Единственное, что в миксе, ну, то есть мне глобально, потому что я не пробовал эти продукты, и предоставление этого всего, вот, я не понял, туда холодка зачем добавили. Но я думаю, это стандартная история, как в теплых странах, в Индонезии, везде они всегда добавляют холодок. Вот если, мне кажется, убрать холодок, было бы замечательно. А так видеоролик и сама презентация и кальян, мне кажется, было очень супер. Как вписано вот Да, было центр очень развития здорово. кальянной культуры в Бали, вот все это Да. То есть связали тут в работе здорово. да. лаконичная реклама своего заведения. Это, блин, прикольно, кстати. У нас там как не нужно делать, а потом как нужно делать. Да, я заведение так и не понял, какое у них. Нет, там было понятно. Эден. у них, да. Я думал, это end, финал, там, the fin, там пишут, как бы, да. Там. The А, end. Перепутали. Не, работа очень крутая на самом деле. Видеоряд был просто замечательный, сочно. Звук. По А в звуку, так, отличие как будто от подкаст многих прям. участников было очень круто, все слышно, все понятно. Микс достаточно хороший, интересный, да, необычно. То есть мы, ну, и я на самом деле не соглашусь, что холодок здесь, мне кажется, его настолько мало здесь, что он органично смотрится. Просто мы, наверное, в целом, просто у нас холодок как-то не приемлем, но вот данное количество в этом миксе, оно было прям оптимально. Предлагаю поставить тепловую пушку, чтобы Стефану было тепло, и он почувствовал себя там. На Бали. Николай, тебе как микс? Микс прикольный, очень прикольно, что собрано из местного табака и, в принципе, местных вкусов. Видеоряд бомба просто. Мне прям зашло, очень круто. Со всеми с вами соглашусь, пожалуй. Хоть ваши мнения разнились, я соглашусь одновременно со всеми. И следующий участник у нас из Соединенных Штатов Америки. Команда Mythic Clouds. Ее пригласил наш хороший друг Мэтью. И посмотрим, что же Mythic Cloud нам сегодня приготовил. What's going on, guys? My name is Mythic Clouds, and this is my entry for Hookah Battle. Let's do it. What's going on, guys? My name is Brandon, aka Mythic Clouds. You can call me Mythic for short. I'm representing the United States. I currently live in New York City. I've been living here for the past 27 years of my life. I'm 27. I've been smoking shisha for about 10 years now, but over the course of 3 to 4 years, I've been taking it a little more seriously. I've been blogging, doing reviews, helping people in the community. So for this hookah battle mix and story, the mix that I submitted to you guys consists of these 4 flavors. We got must-have banana mama, Duff tiramisu, must-have frosty, and must-have milky rice. It goes 40%, 30%, 20%, 10%. Pretty simple. So this specific mix is something I call the Mythic Bowl 2.0. The flavor profile is basically like a coffee, banana, like a banana cappuccino, minty type mix. Very desserty, very refreshing as well. So the original mix consisted of 24 Carotene by Overdose, Morning Glory by Trifecta Dark, Bonafide by Trifecta Blonde, and Peppermint Shake by Trifecta Blonde. Now I smoke all different types of shisha, all different types of flavors, but dessert profiles is something that I lean a lot towards. And that's why I submitted this specific mix for you guys, and hopefully you guys like it. So here I'm smoking from one of my favorite pipes, the Union Sleep. And the bowl that I'm using is the Mason Moab Gravel. Shout out to Mason Shishaware, shout out to Moa Smokes. And the other bowls that I have right here is the UPG bowl and the Ola Roma bowl. Now the reason that I have these extra bowls here is because these are other bowls that I really enjoy smoking must-have in, especially this specific mix. It works very well with this bowl, and it works very well with this bowl. So aside from submitting this mix just for the sake of you guys trying it, seeing if you're liking it, there's a little bit of background story to it. Now, in New York City, hookah is extremely popular, just like many other places in the United States. But here in New York, there are a lot of people in the community that smoke hookah. They have all these different pipes, all these different bowls, all these different HMDs and shishas that they enjoy smoking. And what I do in the community is basically help people. I help them with pack methods, I help them with brand recommendations, I do reviews, just to give a little more insight to people who are interested in purchasing certain items. And it's a good way to get the community involved. Teaching them, guiding them,
learning from them as well. They may have different methods that I'm not aware of, and I give it a try. So like I said before, my whole mission in the hookah community is to help people, and I basically want to help them step up their game. You know, try new products, try more modern products, try new flavors, and kind of step away from the old traditional ways. Now, granted, if you like smoking the old traditional way, kudos to you, that's great. But keep an open mind and try new things, and you'll be surprised that you may like it. So with that, I hope you guys enjoy the mix. I hope you guys enjoy my little backstory on the mix that I submitted, and the hookah life in New York City. Again, my name is Mythic Clouds. You can follow me on Instagram at Mythic Clouds. That's Mythic_Clouds. And a big shout out to Matt from Morning Hookah. He's the one who told me about this competition, and I was thrilled to be a part of it, and I hope to participate in the other events that you guys may have in the near future. And with that, I'll see you guys next year, hopefully, and enjoy the smoke, and I'm out of here. Спасибо нашему другу из США, Mythic Clouds. Микс вкусный. Давайте посмотрим ваше мнение, ваше общее мнение. Показывайте нам. Белый, белый. Артем, что тебе не понравилось? Расскажи, пожалуйста. Не знаю, просто очень снято было. Микс совершенно простой. Но мы видели сегодня и более простые работы. Ну, это одна из них. Простенько, простенько, но, по-моему, с душой. Спасибо, Mythic Clouds. Состав микса Must Have Banana Mama 40%, DAF тирамису 30%, Must Have молочный рис 20% и Must Have Frosty 10%. Вопрос, у них своих табаков нет? Видишь, как мы экспансию проводим? Брендовую. Ну там Social Smoke хотя бы нам... Social Smoke хорош, но, видимо, Must Have лучше. Простенько, но с душой. Ну, не близка нам эта подача, мы уже как бы пережили. Ну, я подпишусь на него в Инстаграме в любом случае. Очень приятно видеть отечественные табаки на зарубежном рынке, конечно. Но да, видео достаточно простое, микс обычный, нормальный, то есть как бы, но видео, да, подкачало по сравнению с другими работами, с той же самой Индонезией. Здесь не было представлено в видео абсолютно ничего такого сверхъестественного. Зато покурить это было все-таки неплохо, да, и да. приятно, что российские бренды такую экспансию за рубеж производят. И следующий участник, занявший второе место в российском этапе Mix and Story, команда Art Hookah Family. Yes, Russians do drink. Sasha's friends are no exception. During the meetings, he remained on the sidelines and sadly watched how the cooker bequeathed to him by Babushka just stands there. And his friends find millions of reasons to drink. Sasha took care of his health, so he did not drink alcohol. He smoked it, and each other meeting he waited for one thing only, when everyone would finally get the fuck out and he would enjoy the mix from Art Hookah Family. Tobacco and Gin and Tonic, Dark Side, Basil Blast, Smoke Angels, Acid Berry, specially for Hookah Battle. Mix recited by Sasha's grandmother. Потрясающее видео, немножко короткое, обожаю слышать всегда Кураж Бомбей. Я думал, ты обожаешь короткие. Спасибо Art Hookah Family, спасибо за Gin Tonic.
Что ж, давайте узнаем мнение наших жюри. Сугубо зелено у Art Hookah Family. Это действительно вкусный микс с джин-тоником. И состав микса мы вы могли видеть в самой работе. Напомню, это табак N, джин-тоник 50%, Smoke Angels Acid Berry 40% и Dark Side Basilic 10%. Немножко мнений, давайте. По крайней мере, вот кратко как видео. Видео прикольное, крутое, смешное. И это пока что, наверное, один из самых вкусных миксов, которые я пробовал. Я занимался как-то с одним нашим известным озвучщиком по поводу того ролика, который он нам должен был делать. И мне очень нравится, что подключают сейчас именно переводчиков, которые озвучивают сериалы, которые мы все с вами смотрим. И я очень жду, что когда-нибудь бренды будут использовать студию Куби в Кубе. Вот там, я думаю, самый будет... То есть это тоже не проплаченная реклама, да, была? Это просто личное мнение. И следующая команда у нас из Японии. Называется она Баан-шиша. Если кто не знал, сейчас и в Японии очень быстро развивается кальянная индустрия. Посмотрим, что приготовил нам участник.はじめまして、バーンシーシャ浅草でシーシャを作っていますタクテンと言います。浅草は日本の歴史が息づく伝統的な街です。週末には多くの観光客でにぎわいます。お店に出勤する前に浅草の街を散歩し、美味しい食べ物を食べ歩きながらお店に向かうのが僕の楽しみです。今日本では C 社の文化がどんどん盛んになっており、浅草のある東京では現在400店舗を超える C 社屋さんが存在しています。どのお店も C 社を美味しく作ろうとたゆまず努力を続けており、東京のどの場所を訪れても美味しい C 社を吸うことができます。そんな日本の素晴らしい C 社文化を世界の方々に知ってもらいたくて、今回のミックスコンテストに応募しました。ここは僕が働いているバーン C 社です。バーンとはタイ語で家という意味で、来てくれたお客さんたちがまるで自分の家に帰ってきたかのようにくつろげるよう名付けられました。世界中のお客さんに来ていただき、その数は40カ国以上に上ります。来てくれたお客さんの国を世界地図にマークしたり、いただいたチップを壁に貼ったり、コミュニケーションノートを通じてお客さんとのつながりを大事にしています。もしかするとこの動画を見てくれている方の中にはバーン C 社に来てくださった方がいらっしゃるかもしれません。ミックスのタイトルは夏祭りです。夏祭りとは日本語でサマーフェスティバルのことです。多くの方が浴衣を着て屋台で食べ物を買い、夜になると花火を楽しみます。現在はコロナウイルスの影響で多くの夏祭りが中止となっているので、 C 社で夏祭りの気分を味わえるようにこのコンセプトでミックスを考えました。ブルーミストで夏の夜空を、ライチで祭りのときめき、ジャスミンで夏草の香り、オレンジで花火のきらめきを表現してみました。日本の夏の風物詩を C 社を通してお楽しみください。Намасте. Спасибо участнику с Японии. Нам всем очень понравился этот микс. Состав микса: Мазая Блюбери 20%, Старбас Блю Мист, внимание, 15%, Азур Личи 25%, Альфакер Жасмин 10% и Альфакер Оранж 20%. Пьор Табако FML 10%. Общее мнение членов жюри, пожалуйста.
Ага. Так мы тебе все рассказали, конечно. Блин, Да. таблички. Покажи. Вопрос. Неплохо, неплохо. Пожалуйста, Никита, расскажи нам. Мне понравился микс. Интересный. Ну, то есть, вроде бы... На ностальгию надавил тебе? Да, такую легкую. Есть, да? Такая она есть. Вот. Ну и как они зарождаются сейчас в Японии, да? Что не скажешь, что мы только зарождаются у нас это все. Хотя там уже 400 кафе. Я офигел от этой цифры. Я и говорил уже, что здесь микс и история сошлись воедино. То есть здесь человек не просто, как предыдущий участник там, из Египта, представил свой лаунж, что у меня есть такие кальяны, у меня есть такие чашки. А здесь он создал целую историю, сделал классный звук, классное интересное видео. И микс сам по себе мне нравится. Такой цветочный вкус, который, в принципе, легенький, да, хорошо. да. Атмосферу Японии мы здесь прочувствовали, и классно. Хорошее видео. Ну, я ждал Сакуру. И что-нибудь из леса самоубийц. Ну, ты представь, что это Сакура. Предпоследний участник нашего сегодняшнего турнира – команда из Азербайджана Hookah Art. Это наши новые участники, и пока что они успели поучаствовать только в одном нашем турнире на предыдущем оффлайн-баттле Viva La Mexica Джон Кальяна. Посмотрим, что за видео они нам подготовили и какой это будет микс. Здравствуйте, меня зовут Ниджат, я представляю Азербайджан. Я являюсь совладельцем кальянной Hookah Art, которая находится на территории Азербайджана. Мы пытаемся развивать здесь кальянную индустрию по максимуму. Сегодня я хочу представить вам вкус кальяна, который является азербайджанским национальным десертом пахлава. В этом миксе использованы табачные бренды Must Have, Dark Side и VTO. В данном миксе мы использовали вкус Must Have Milky Rice 42,5%, Dark Side Nuts 10%, VTO мед 5% и VTO вафли 42,5%. Забивку нужно делать нижние слои послойно, а верхний слой делать секторно. Спасибо, оцените вкус. Спасибо команде Hookah Art из Азербайджана. Состав микса напомню. Must Have Milky Rice и VTO вафли по 42,5%, Dark Side Nuts 10% и VTO мед 5%. Судьи, уважаемые члены жюри, общее мнение, как вам понравилась эта работа? Блин, я как-то забываю про это. Единогласно. Ты не пробовал еще? Я не пробовал. Ну вот. А там десерт, я же люблю десерт, мне вообще без разницы. Тогда почему не зеленая? Если тебе без разницы, почему не зеленый? Все ждут Никиту, как обычно. Вот это нежданчик. Ну, я попробовал. То есть это не похвала? Может, ты просто российскую пробовал с нашего юга, а не азербайджанскую? А где твой юг? Ну, там, где звездная Купчино. Шушар. Слушай, мне кажется, что просто видео было снято какой-то из вставки, которую не они снимали, вот это было начало, а потом такие, ну и все, и просто расскажем по поводу микса. Немножко зарисовочек, немножко расскажу про свой микс. Мы не знали, что у него за лаунж.
Да, действительно. Этого как бы, блядь, не хватает. Это важно. Какие чашки у него видели? Зато... Какие кальяны у него? А то зато- Маклауд видели? Видели Маклауд. Зато мы узнали, что они со всей силы развивают кальянную индустрию в своем регионе. Это похоже, да, на Бакалаву, но здесь, наверное, больше все на видео смотрят, потому что Потому это что такой была же, планочка да, да, такой же, как и видео США, только на русском языке, как бы ничего супер креативного там не было, это Замедляли просто прям хорошее по- объяснение. По одному этому Да. делали. И закрывает сегодняшний турнир наш постоянный участник из Бразилии Фабьяно Рамос. Несколько лет назад он выиграл классический баттл со своим гироскопическим кальяном. Поприветствуем и пожелаем удачи! Meu nome é Fabiano. Eu represento a Hookah Boy e o Brasil nessa edição da Hookah Battle Mix História. O mix escolhido é banana tropical e frutti, as duas essências da marca Zig, na proporção de 50-50. Esse mix, ele representa o Brasil porque os sabores de chiclete e banana remetem a duas coisas bem diferentes, mas que no narguilé harmonizam, como toda a diversidade do nosso povo. São sabores doces, mas com um toque refrescante, o que os tornam ideais para fumar em dias frios ou quentes, independente do clima ou região que você está. Общее мнение, пожалуйста. Единогласненько. В общем-то, понятно. Да. Но расскажи. Да. Ну, блин, мне очень понравилась вот эта история, когда он крутился. Это вообще было кайф. Я вот за это хотел сверху накинуть балл, потому что было кайфово. Да, но все-таки нам сказали, что если не нравится, то честно говорить. Как бы здесь видео было, затмило даже все. Вот человек даже не попробовал микс, а уже поставил минус, потому что, ну, другие ребята старались, что-то снимали, как-то монтировали. Здесь было просто на Windows Movie Maker. Я так в школе делал видео. Да, Даже иншот не дали, не загрузил себя. А теперь, пользуясь случаем, хочу рассказать про наш рейтинг Hookah Battle, который называется Hall of Fame. Все команды, которые участвуют в наших турнирах, получают баллы за участие и различные ачивки. Команда, которая зарабатывает 41 балл и больше, получает статус легенды. А это весьма привилегированный статус. Помимо того, что вы сможете выступать членом жюри любых из наших шоу, вы получите специальное кольцо легенды Hookah Battle. Вашу команду смогут спонсировать другие бренды. Вы сможете представлять их в наших турнирах. И многое другое. Подписывайтесь на наши соцсети, следите за обновлениями и участвуйте обязательно в наших турнирах. А также отдельное спасибо заведению, в котором мы все это снимаем сегодня, Смена Лаунж. Потрясающая музыка, антикварная мебель, индивидуальное освещение у каждого столика и непередаваемая атмосфера. Очень рекомендуем к посещению. Смена. Это концептуальный кальянный проект, который подчеркивает магию и самобытность Мексики. В названии скрывается национальный колорит и мексиканское волшебство, отражающее в названии нашего проекта «Санта Муэрте эль Насиде Абсолюсьон», который расшифровывается как «Святая смерть, рожденная отпускать грехи». Потому что настоящая магия и первозданное волшебство витает там, где курится вкусный кальян, в кругу близких, в стенах нашего проекта. В наших проектах мы пытаемся как раз и подчеркнуть ту самую магию, где каждый может получить яркие и искренние эмоции. Мы всегда всем рады, чтобы каждый мог погрузиться именно в ту самую атмосферу мистической и магической Мексики.
looking so sharp, I'm a well-dressed man. Living my life, doing what I can. Do what I want, who gon' say I can't? Feel so good, I'ma do my thing. I'm feeling like I can't lose. I'm feeling like I can't lose. I'm feeling like I can't stop. Это Санкт-Петербург. Ой, VPN забыл выключить. Кстати, вы знали, что это кальянная столица? Создавать аналоговый продукт в цифровом мире – это настоящий процесс. Это не код, не виртуальная картинка и даже не марафон желаний. Что тут говорить-то? Давайте я лучше покажу. Меня зовут Алексей Ильин, а это то, что я делаю. Мы подвели итоги. И третье место у нас объявит Игорь Коновалов. Третье место заслуженно получила работа ребят из Украины. Берлога Лаунж. Достойно, достойно. Второе место у нас объявит Никита Кондратов. Смешное, красивое место, заслуженное второе место. Art Hookah Family. Ура! Джин-тоник, это было здорово. И победитель международного этапа Mix and Story у нас объявит Стефан, пожалуйста. Победителями стали ребята из Индонезии. Достойно, заслуженно. Да, давайте тогда пару слов от каждого члена жюри, начиная с Николая. Как тебе понравилось сегодняшнее все перформанс? Какие работы ты для себя выделил? Мероприятие крутое, спасибо. Первое место заслуженно. Очень крутая работа, очень крутой кальян. Супер. Спасибо, что позвали. Очень интересный опыт побывать на таком мероприятии, еще тем более посидеть в студиях. Да, считаю, что первое место абсолютно заслуженно. Ребята сделали очень крутой видеоряд, самый, наверное, запоминающийся, такой яркий. Вот. И какие-то работы были откровенно не очень, мы это все увидели в плане видео, да, и как бы, но в целом все миксы были достаточно вкусными. Спасибо большое. Игорь, пожалуйста, пару слов. Само по себе мероприятие для меня тоже было новым Mix and Story. И вы знаете, я как участник классического кальяна и рэп-хука батла, я думаю, что в следующий раз я обязательно как бы заявлюсь на участие в этом. То есть тут мне есть что сказать, и это меня реально замотивировало. И как с таким тягаться? Пожалуйста, Артем. Ждем участия Игоря. Мне арт-хука очень понравилось. Я прям расстроился немножко, что не победили, но... Второе место достойно. Да, да. Спасибо за то, что пригласили поучаствовать. Что ж, Никита, пожалуйста. Ребят, все было круто. Всем большое спасибо. Всем участникам, которые участвовали. Ну, все правильно.
Они же Участники участвовали. участвовали, верно. Да. Все большие молодцы. Вот. Я думаю, что тройка игроков, которые типа на первом месте заняли. Ну, Ты согласен? Тройку. Да, Шульце достойно распределил? Да, ну то есть я так примерно все это смотрел. Единственное, только это третье место. Я думал, что может кто-то другой попасть. Но тоже работа была замечательная. Хотел отдельно отметить команду из Индонезии, потому что они заняли первое место. Независимо от этого, я хотел бы отправить ребятам 15 вкусов нашего табака контрабанды от нас. Потрясающе, потрясающе. Нормальные забитки будут. Спасибо, что были с нами. Это был Mixing Story International. Следите за нашими активностями, подписывайтесь на наши соцсети. Ближайшее мероприятие пройдет на выставке Интертабак в Дортмунде. How to find the best employee in hookah industry? You can rely on your luck. You could ask your friends. But there is a smarter solution. Hookah Headhunt. The best employees of the hookah industry in one database, from Hookah Master to CEO. Go to your browser and get a free access to Hookah Headhunt. We are Hookah Battle. We've been organizing competitions for hookah communities around the world since 2011. We found one big problem. The communities of different countries do not communicate with each other. Different sites, brands, and languages. That fact is hampering our industry. There is a solution. Introducing the Hookah Hub, an international closed collaborative blogging platform for professionals.
We already have 11,700 participants from 40 countries. Share your experience and find new business contacts. We collect professionals from all over the world. Join us. Всего вам самого крутого и всем мира.